Приветствую вас, дорогие мастера по наращиванию ресниц. Меня зовут Епифанова Елена, и я сооснователь учебного центра Sunlook. Сегодня к нам пришла клиентка с просьбой сделать ей коррекцию ресниц, которую она проносила 4 недели. Но посмотрев на ее ресницы, мы поняли, что коррекцию сделать невозможно, потому что был допущен ряд грубых ошибок. В итоге мы обратились к ней с просьбой принять участие в съемках для нашего обучающего центра, чтобы продемонстрировать вам, какие ошибки бывают и что может случиться с натуральными ресницами, если не соблюдалась правильная технология. Нашу клиентку зовут Марина, и это было ее первое наращивание. Она не знала, что ресницы можно сделать неправильно, поэтому во время носки, когда она испытывала дискомфорт, она думала, что это нормально, хотя такого быть не должно. Сейчас я вам покажу, в чем именно заключались ошибки и что делать с таким наращиванием. Я буду работать за креслом-реклайнером. Клиенту на нем лежать более комфортно, чем на кушетке. Давайте посмотрим, как выглядят ресницы спустя 4 недели носки. Как мы видим, ресницы очень сильно отросли и выпадали неравномерно. При детальном рассмотрении видим много проблем и технических ошибок. Пучки склеены по несколько штук. Вот два пучка, которые приклеены примерно к 7-8 натуральным ресницам. Межресничное пространство грязное. Тут скопились остатки косметики и секреция сальных желез, потому что его невозможно хорошо промыть при таких ошибках. Вот здесь видны луковицы натуральных ресниц. В результате большого количества склеек и неправильно подобранной нагрузки они вырвались раньше срока, но остались приклеенными к соседним. Хочу немного рассказать, из-за чего такое происходит и почему это не норма. Натуральные ресницы имеют жизненный цикл. Ресница формируется в фолликуле, вот здесь, затем растет и появляется на поверхности кожи. Далее она продолжает расти и, наконец, вырастает до своей максимальной длины. Вся стадия роста называется анаген и длится примерно от 1 до 2 недель. Когда ресница перестала расти, она переходит во вторую стадию – стадия покоя. При этом она продолжает получать все питательные вещества из фолликула, и эта стадия называется катаген. Это самая долгая стадия, которая длится примерно 5-6 недель. Затем ресница отмирает и остается в фолликуле еще примерно на неделю. Эта стадия называется телоген. В это время в фолликуле уже появляется новая маленькая ресничка, наш анаген, и круг замыкается. Если же ресницы не успевают прожить весь цикл и вырываются через пару дней, то на ее восстановление понадобится несколько месяцев. Именно поэтому мы тут видим корешки выдранных ресниц, которые выпали из-за того, что были склеены с соседними. И когда соседние ресницы росли, они выдирали за собой уже взрослые ресницы. Данные ресницы невозможно откорректировать, поэтому я буду их снимать. Для этого я буду использовать кремовый ремувер, и после снятия мы сделаем новое наращивание. Наношу ремувер толстым слоем и сверху, и снизу. У нас тут большое количество клея, и чтобы растворить его, нужно, во-первых, много ремувера, а во-вторых, его нужно очень хорошо распределить, чтобы он попал в межресничное пространство. Оставляю ремувер примерно на 10-15 минут, чтобы он подействовал. Затем приступаю к снятию. Клей хорошо растворился, поэтому я легко все снимаю. Обратите внимание на снятые пучки. Тут видны луковицы натуральных ресниц. При правильном наращивании такого быть не должно. Ремувер безопасен для родных ресниц, и при снятии удаляются только искусственные. Но в данном случае ресницы выдрались гораздо раньше из-за склеек и чрезмерной нагрузки. Мы с вами сделали полное снятие искусственных ресниц, и сейчас приступим к новому наращиванию. Для этого я беру патчи и приклеиваю их на веко. Как мы видим, родные ресницы в плачевном состоянии. Из-за ошибок в наращивании было вырвано много ресниц, и теперь в ресничном ряду есть пробелы. Чтобы они полностью заросли, потребуется примерно 2 месяца. Поэтому мы будем с вами делать легкое реабилитационное наращивание, которое не будет утяжелять родные ресницы. В качестве основы использую двойной объем. На все взрослые ресницы в участках без повреждений я наращиваю двойные пучки. В тех зонах, где вырвано много ресниц, на взрослые ресницы ставлю тройные пучки для выравнивания густоты. А вот тут у меня ресница в стадии роста. Я ставлю на нее не пучок, а одинарную ресницу для безопасной нагрузки. А вот эта ресница совсем ранний анаген. На нее ставлю длину 5 мм. Обратите внимание, на анаген я не только сокращаю объем, но и длину, так как это те ресницы, которые находятся в стадии роста, а значит скоро станут длиннее. И если я поставлю на них такую же длину, как на взрослые ресницы,
то они уже через несколько дней будут торчать и портить внешний вид работы. Ну что ж, один глаз у меня готов. Сейчас все ресницы проработаны. За основу я использовала двойные пучки в толщине 0,07. Это очень легкие ресницы. Пучки поставлены с отступом от века. Вот это расстояние примерно полмиллиметра, благодаря которому наращивание не будет чувствоваться на глазах, колоться, вызывать ощущение стянутости и тяжести. Все ресницы разделены, ни один пучок не склеен с соседним, поэтому такое наращивание не будет мешать правильному росту родных ресниц. Они будут обновляться естественным путем, как и положено, и выпадать только по завершении жизненного цикла, а не вырывать друг друга. Вот так выглядит наращивание. Все пробелы закрыты при помощи пучков большего объема. На весь анаген использована безопасная длина и нагрузка. За счет того, что проработана абсолютно каждая ресничка, получилась вполне хорошая густота и объем. С таким наращиванием клиент спокойно проходит около месяца, и его родные ресницы не будут вырываться, а наоборот начнут отрастать и восстанавливаться. Как мы могли с вами убедиться, натуральные ресницы сильно пострадали после некачественного наращивания. Допущено большое количество склеек и нагрузка превышена в несколько раз. Я выполнила реабилитационное наращивание, благодаря которому реснички будут восстанавливаться, и к моменту коррекции их будет гораздо больше. А спустя 2 коррекции они вернутся к своему первоначальному состоянию. Мастеру для выполнения качественного наращивания нужно соблюдать множество технических нюансов. Это и работа с рядами, и направление, и моделирование, и многие другие. Но самым главным приоритетом в работе должны быть именно те, которые отвечают за безопасность, иначе это может привести к печальным последствиям, таким, как мы наблюдали на нашем клиенте. Наращивание, выполненное со строгим соблюдением всех правил, не нарушает цикл обновления ресниц. Поэтому, как бы долго клиент с наращиванием не ходил, если все технически верно, то перерывы не нужны. А для всех, кого интересует услуга наращивания ресниц, у нас есть 4 студии в Москве, где работают мастера, прошедшие обучение в нашей школе. Каждое наращивание мы выполняем со строгим соблюдением технологии. А также мы приглашаем моделей с некачественным наращиванием ресниц или испорченными натуральными для наших съемок. Все ссылки, как с нами связаться, я оставлю под этим видео. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Епифанова Елена, и до скорых встреч!